Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие по следам древних цивилизаций – майя и инков, чьи достижения продолжают поражать воображение. А еще мы разберем теории исследователя Грэма Хэнкока, который предлагает взглянуть на историю человечества под совершенно новым углом. Это не просто рассказ о пирамидах и древних городах. Мы затронем малоизвестные детали, поразмышляем над загадками и попробуем понять, как эти цивилизации могли быть связаны с чем-то гораздо большим, чем мы привыкли думать. Погнали! Начнем с цивилизации майя. Представьте себе густые джунгли Центральной Америки, где среди лиан и деревьев возвышаются огромные пирамиды, храмы и дворцы. Майя строили свои города-государства, такие как Тикаль, Паленкия и Чичен-Ица, еще задолго до того, как европейцы узнали о существовании Нового Света. Эти сооружения не просто впечатляют своим масштабом, они были настоящими инженерными и астрономическими шедеврами. Возьмем, к примеру, пирамиду Кукулькана в Чичен-Ице. Дважды в году, во время весеннего и осеннего равноденствия, тень от ступеней создает иллюзию огромной змеи, спускающейся вниз. Это не случайность. Майя точно рассчитали угол наклона пирамиды и расположение ступеней, чтобы добиться этого эффекта. Разве это не гениально? Но майя были не только мастерами архитектуры. Их календарная система – это отдельная тема для восхищения. Календарь длинного счета позволял им отслеживать время с точностью, которая и сегодня кажется невероятной. Они могли предсказывать солнечные и лунные затмения, следили за движением Венеры и даже рассчитывали циклы, охватывающие тысячи лет. Когда в 2012 году весь мир говорил о конце света по календарю майя, это было просто неправильное понимание их системы. Майя не предсказывали апокалипсис. Они просто завершили один цикл и начали новый. Это как если бы мы праздновали Новый год, а кто-то решил, что это конец времен. Интересно, что майя оставили нам не только каменные памятники, но и письменные записи. Их иероглифическая письменность долгое время оставалась загадкой, пока советский лингвист Юрий Кнорозов не начал ее расшифровку в середине 20 века. Благодаря его работе мы узнали, что тексты майя – это не только мифы и религиозные гимны, но и настоящие исторические хроники. Они рассказывают о правителях, войнах, династических браках и даже о том, как один царь победил другого в ритуальной игре в мяч. Да, у майя была игра в мяч, которая иногда заканчивалась человеческими жертвоприношениями. Но это не значит, что они были дикарями. Их культура была невероятно сложной и многогранной. Теперь перенесемся в Южную Америку, к цивилизации инков. Инки создали крупнейшую империю в доколумбовой Америке, которая простиралась от современных Колумбии до Чили. Их столица, Куско, была настоящим чудом инженерной мысли. Но, пожалуй, самым известным их творением является Мачу-Пикчу. Этот город, спрятанный в горах, до сих пор вызывает вопросы. Как инки вообще смогли построить его на такой высоте? Их каменная кладка поражает воображение. Огромные блоки идеально подогнаны друг к другу без использования раствора. Попробуйте просунуть лезвие ножа между камнями. Не получится. Более того, эта архитектура была настолько продуманной, что выдерживала землетрясения, которые чисты в Андах. Сравните это с современными зданиями, которые порой рушатся от малейших толчков. Инки также были мастерами инфраструктуры. Они построили сеть дорог длиной более 40 тысяч километров. Это как обогнуть землю по экватору. Эти дороги соединяли города, перевалы и даже пересекали реки с помощью подвесных мостов из растительных волокон. А еще инки создали сложные системы террасного земледелия, которые позволяли выращивать урожай на крутых склонах гор. Их акведуки и ирригационные каналы обеспечивали водой даже самые отдаленные поселения. Это не просто сельское хозяйство. Это целая наука, которой мы до сих пор учимся у инков. Но вот что интересно. У инков не было письменности в привычном нам смысле. Вместо этого они использовали кипу – систему узлов на веревках. Долгое время считалось, что кипу служили только для подсчета, например, налогов или запасов. Но последние исследования показывают, что это могла быть гораздо более сложная система. Возможно, даже своеобразный код для записи историй или законов. Некоторые ученые сравнивают кипу с двоичным кодом компьютеров, и это в 15 веке. Разве это не заставляет задуматься о том, насколько продвинутой была эта цивилизация? А теперь перейдем к теориям Грэма Хэнкока, который предлагает совершенно иной взгляд на историю майя, инков и других древних культур.
Хэнкок – это не академический ученый, а писатель и исследователь, которого часто называют альтернативным историком. Его идеи вызывают споры, но именно это делает их такими захватывающими. Хэнкок считает, что майя и инки не возникли с нуля. По его мнению, они могли унаследовать знания от гораздо более древней цивилизации, возможно, глобальной, существовавшей десятки тысяч лет назад и погибшей в результате катастрофы, например, потопа или падения кометы. Что заставляет Хэнкока так думать? Он обращает внимание на поразительные сходства между древними культурами, которые, казалось бы, не имели контактов друг с другом. Например, пирамиды есть не только у майя, но и в Египте, Месопотамии, Юго-Восточной Азии. Астрономические знания майя перекликаются с наблюдениями древних индийцев и китайцев. Мифы о потопе встречаются у народов по всему миру, от Библии до легенд инков. Хэнкок задается вопросом, а что, если это не совпадение? Что, если все эти культуры получили знания от какого-то общего источника? Особенно интересны его идеи о назначении древних сооружений. Хэнкок считает, что места вроде Сааксайуамана у инков или пирамид майя могли быть не просто храмами, а центрами астрономических наблюдений с особыми акустическими свойствами. Например, в Сааксайуамане есть камни, которые усиливают звук, если по ним ударить, а некоторые исследователи замечали, что определенные точки комплекса создают эхо, похожее на пение птиц. Хэнкок предполагает, что такие эффекты были созданы намеренно, возможно, для ритуалов или даже для передачи сигналов. Это звучит как фантастика, но когда видишь эти сооружения своими глазами, начинаешь задаваться вопросами. Хэнкок также ссылается на геологические данные. Он считает, что около 12 тысяч лет назад Земля пережила глобальную катастрофу, возможно, связанную с таянием ледников или падением метеорита. Это событие могло уничтожить высокоразвитую цивилизацию, а ее остатки перезапустили историю в виде культур, которые мы знаем – майя, инков, египтян. Конечно, академические ученые скептически относятся к таким теориям. Они указывают на отсутствие прямых археологических доказательств существования такой процивилизации. Но Хэнкок отвечает, а что, если мы просто не там ищем? Что, если следы этой цивилизации скрыты под водой или в джунглях? Кстати, о джунглях. Современные технологии, такие как лидар, буквально переворачивают наше представление о древних цивилизациях. Лидар – это лазерное сканирование, которое позволяет увидеть скрытые под растительностью структуры. Благодаря ему в Гватемале были обнаружены целые города майя, о которых никто не знал. Например, Эль-Мирадор оказался не просто поселением, а огромным мегаполисом с пирамидами, дорогами и каналами, который существовал еще за 1000 лет до расцвета классической культуры майя. Это открытие заставляет задуматься. Если мы только сейчас находим такие города, сколько еще тайн скрывают джунгли? Но даже с этими открытиями многие вопросы остаются без ответа. Почему цивилизация майя пришла в упадок в IX-X веках? Были ли это засухи, войны или что-то еще? А что случилось с инками после прихода испанцев? Их империя рухнула за считанные годы. Но некоторые легенды говорят, что часть инков укрылась в тайных городах в Андах. Может, где-то там до сих пор спрятаны их сокровища или знания. Так что же все это значит? Цивилизации майя и инков – это не просто красивые руины для туристов. Это свидетельство невероятного интеллекта, инженерного мастерства и глубокого понимания мира. Их достижения заставляют нас пересматривать наше место в истории. А теории Грэма Хэнкока, пусть и спорные, добавляют в эту картину элемент загадки. Они напоминают, что история человечества – это нелинейный прогресс от примитивных обществ к современности. Возможно, в прошлом были цивилизации, которые знали не меньше, а то и больше, чем мы. И вот о чем стоит подумать. Если Хэнкок прав, и древние культуры действительно унаследовали знания от более ранней цивилизации, то что это говорит о нас? Может, мы тоже стоим на плечах гигантов, о которых забыли? Или наоборот, мы сами рискуем стать забытой цивилизацией для будущих поколений? Эти вопросы остаются открытыми, и именно они делают изучение прошлого таким захватывающим. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир древних загадок, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь своими мыслями в комментариях. Что вы думаете о теориях Хэнкока? Верите ли вы в существование древней процивилизации? А может, у вас есть свои версии, почему майя и инки достигли таких высот? Давайте обсуждать. И до встречи в следующем видео, где мы раскроем еще больше тайн истории. Пока.